Сухари. Больше для... Премиум класс, да. Премиум класс, во-первых, да, и для туристов это все. Понятно. Туристическая стоимость. Спасибо вам По большое. поводу тубатея в Казани, у них есть разные лавки в форме шапки тубатей. Вот такие, они очень... Это съедобные тюбетеи? Поэтому, это классно. Это, во-первых, Тюбетей на недорого. пару? Недорого. Очень-очень вкусно и очень-очень быстро. И они молодцы в том, что они сделали вот этот очевидный образ, как везде понятно, где Макдональдс, как выглядит здание, всегда выглядит понятно, что это лавка тубатея. Это здорово. Алексей Ставрополь на связи. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Алексей, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алексей. Нет, Алексей. Но пока Алексея нет, по поводу очереди могу сказать, что очередь до дверей как сказать, кафе быстрого приготовления, шаурмяне, это очень огромная очередь, что настолько длинная, что требуется где-то минут 20-25, чтобы получить быстрое питание. Опять же, Но это такое классное, и это недорого. Даже кухня, шаурма, понимаешь. Нет, сосисочные предлагают открыть. И манную кашу. И чебуречные. К манной каше 2 сосиски любит наш народ. Но, кстати, наш слушатель напоминает о том, что ведь это не первое предложение. Действительно, Никита Сергеевич у нас предлагал в свое время тоже какую-то идея была, носилась в воздухе с сетью национальных закусочных. Да, вкусный бесогон. Пирожки и бульон предлагают продавать. Да, Алексей вернулся. Алексей. Из Ставрополя. Алексей, доброе утро. Доброе утро, господа. Здравствуйте. Что предложите нам попробовать, отведать? Мне представляется, что вопрос от другой плоскости лежит. Не в выборе блюд, Так. а в маркетинге, который невозможно обеспечить для любого маршрута. Почему не